Сначала его называли «Слон» из-за рисунка зверя на броне. Но вскоре узнали настоящее имя – «Тигр». Новый немецкий танк, захваченный под Ленинградом, внимательно изучали на подмосковном полигоне. Результаты испытаний обескураживали. Даже с 200 метров пушка советской 34-ки не пробивала лобовую броню «Тигра». С диковинным зверем справлялись только неповоротливые тяжелые орудия. Но это на полигоне, а в реальном бою их шансы на успех уменьшались. Во время заседания у Сталина в гнетущей тишине четко прозвучали слова маршала артиллерии Воронова. У нас нет орудий, способных успешно бороться с этими танками. Шел апрель 1943 года. Фронт от Ладоги до Азовского моря замер в ожидании лета. 2 года Красная Армия ценой больших потерь училась бить летнего немца и теперь должна была показать все свое наработанное умение. Появление же у врага новых тяжелых танков заставляло сомневаться, выдержит ли советская оборона удар противника. Новые танковые и противотанковые пушки, спешно разрабатываемые советскими конструкторами, к летним боям уже явно не успевали. Фронт остановился, но советское командование уже составляло планы на лето. Особое внимание уделялось району Курска, где войска Центрального и Воронежского фронтов глубоко вклинились в немецкую оборону, образовав так называемый Курский выступ. Советский генштаб предполагал, что именно здесь, с юга и севера, немцы нанесут следующий удар и попытаются окружить войска Красной Армии. Чтобы не допустить этого, было принято решение о создании в районе мощных оборонительных укреплений. Измотав вражеские части в оборонительных боях, Генштаб планировал начать собственное наступление. Правильность этого предположения вскоре подтвердили донесения советской разведки. Справка. 12 апреля 1943 года на стол Сталина лег текст директивы о плане операции «Цитадель» немецкого верховного командования. Данные были получены от разведчика, работавшего под псевдонимом Вертер. Настоящее имя этого человека до сих пор неизвестно. Предполагается, что он был сотрудником Верховного командования Вермахта. Его информация попадала в Москву через работавшего в Швейцарии агента Люци Рудольфа Рёслера. План немецкой операции «Цитадель» полностью оправдал ожидания советского командования. Немцы планировали срезать Курский выступ 2 ударами по сходящимся направлениям с севера и юга. Северный фас дуги предстояло атаковать группе армий «Центр», а южный — войскам группы армий «Юг». В начале месяца Ставка предупредила фронты. По некоторым данным, противник может перейти в наступление на Орловско-Курском или Белгородско-Обаянском направлении, либо на обоих направлениях сразу. Но пока орудия молчали. Через 2 недели после подписания приказа о начале наступления Гитлер проводил итоговое совещание. Неожиданно многие немецкие генералы выступили против проведения операции. Открыто возражал фюреру фельдмаршал Ганс Гюнтер фон Клюге, командовавший в это время группой армий «Центр». Генерал Модель, в свою очередь, предоставил данные воздушной разведки. Именно его войскам предстояло штурмовать Курский выступ с севера. Модель доказывал, что на этих участках фронта русские подготовили глубокую, тщательно организованную оборону. Вальтер Модель, генерал-фельдмаршал, прозвище «Пожарный Гитлера», назначался на проблемные участки фронта. Истовый нацист, известный личной преданностью фюреру. С августа 1944-го командовал западным направлением. Попав в конце войны в окружение, застрелился в лесу под Дуйсбургом. Модель был одним из тех, кто пользовался безусловным уважением фюрера. Его называли гением обороны. Но солдаты и командиры 9-й армии Моделя не имели опыта крупного наступления. Многие считали, что генерал добивался даже не отсрочки, а отмены операции. Модель полагал, что советские войска начнут наступление первыми, и тогда он окунется в привычную для него стихию обороны.
Свои сомнения в успехе цитадели высказал и Гудериан. Он был назначен инспектором танковых войск и как никто знал, что танковые части Германии еще не готовы для такой крупной операции. По его мнению, эта затея была слишком рискованной. Война выкачивала из Германии последние ресурсы. Успех цитадели позволил бы сохранить стратегическую инициативу на Восточном фронте, но ее провал мог привести к потерям просто невосполнимым. Фюрер согласился перенести начало операции на месяц со словами «Неудачи быть не должно». Утешало Гитлера лишь то, что отсрочка начала наступления позволяла ввести в бой больше новейшей техники. Справка. Помимо «Тигров» на Курской дуге намечался дебют новых средних танков «Пантера» и тяжелых самоходных орудий «Фердинанд». Усиливалась штурмовая противотанковая авиация. На базе истребителя Фокке-Вульф-190 была разработана версия штурмовика для поддержки сухопутных войск. Пикирующий бомбардировщик Ю-87 был довооружен 37 миллиметровыми пушками. Стрельба осуществлялась снарядами с вольфрамовыми сердечниками, а возможность атаковать бронированную цель сверху способствовала успеху при атаке танков. Под Курск были переброшены и 4 из 5 эскадрилей штурмовиков «Хеншель», также разработанных для борьбы с танками. Итак, цитадель откладывалась на месяц. Советские войска получили несколько недель на подготовку обороны. За это время поля под Курском советские инженеры превратили в настоящую крепость. На каждом фронте создали 3 полосы обороны с минными полями, огневыми точками, позициями артиллерии. Лишь нехватка мощных противотанковых пушек по-прежнему вызывала опасения. Справка. Около половины советских противотанковых батарей имели на вооружение 45 миллиметровые пушки, практически бессильные против новых немецких танков. Советские орудия калибра 76 мм могли поразить броню «Тигра» лишь с 300-400 метров, в то время как «Тигр» уничтожал пушку с дистанции 2 километров. Остановленное в 1941 году технологически сложное производство 57 миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-2 возобновили. Эти пушки пробивали даже лобовую броню «Тигров» с дистанции более километра, но к началу сражения на Курской дуге их на фронте еще не было. Нехватка мощных противотанковых орудий компенсировалась применением новой тактики боев в обороне. Раньше противотанковые пушки выстраивались в одну линию вдоль фронта, но опыт сражений показал, что эффективнее располагать их группами. Так основой обороны на Курской дуге стали противотанковые опорные пункты – ПТОПы. Каждый пункт имел до 20 противотанковых пушек и нескольких десятков противотанковых ружей. Каждое орудие ПТОПа имело несколько позиций для стрельбы по всем направлениям. Дистанция между опорными пунктами составляла не более 600-800 метров. Если вражеские танки пытались пробиться между опорными пунктами, орудия стреляли по их тонкой бортовой броне. Строительство опорных пунктов, траншей, укрытий требовало огромного физического труда. Труда солдат, тех, которым предстояло здесь обороняться. Командир противотанкового орудия Бодигин. Чтобы 45-миллиметровую пушку окопать, надо вынуть около 30 кубов земли, а 76-миллиметровую уже 56 кубов. Копали столько, сколько десяткам людей, может, не придется за всю жизнь перекопать. Справка. Только в полосе Воронежского фронта было отрыто 4200 километров траншей и ходов сообщения. Для сравнения, это больше, чем расстояние от Москвы до Мадрида.